Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. Те, кто долго общается с животными, утверждают, что они могут разговаривать без слов. Наука этого пока не подтвердила, лишь косвенно ссылаясь на некоторые эксперименты. Но от людей, живущих и работающих среди дикой природы, охотников, рыбаков и лесников, можно услышать часто совершенно невообразимые истории. Одна из таких историй произошла в Приморском крае. Дело было далекой зимой 2008 года в одной отдаленной деревеньке. Далеко за полночь местный фельдшер мирно дремал в своей кровати после тяжелого трудового дня. Сначала ему показалось, что за окном кто-то ходит, затем подозрительно задребезжало висящее на краю лавочки ведро. Сильный снегопад и ветер к нему не закралось даже малейшее подозрение. Через час малая нужда все же подняла его с кровати, а ведь удобства располагались во дворе. Накинув на скорую руку старый бушлат, фельдшер попробовал открыть дверь. Но складывалось впечатление, что ее снаружи подперли мешком с песком. Тогда он решил вылезти в оконную раму. Делать это приходилось не впервые, снегопад часто заметал двери в предыдущие зимы. Выбравшись на улицу, он решил сначала перебороть собственное любопытство и посмотреть причину блокирования двери. Заглянув за угол, фельдшер понял, что путь к отступлению теперь отрезан. Он отказывался верить своим глазам, но на пороге лежало огромное живое существо в полумраке от покачивающегося на ветру уличного фонаря. С залепленными снегом стеклами нашему герою показалось, что это тигр. Да, рассказы об этих больших кошках он слышал неоднократно, но попасть в их лапы здесь, на пороге собственного дома, ему совсем не хотелось. Добежать до спасительного окна было невозможно, из оружия можно только снять шапку со своей головы. Незавидная ситуация, в которой сердце действительно уходит в пятки, адреналин стекает в ботинки, а душа покидает тело. Зверь и человек прекрасно видели своего оппонента, но понадобилось минут 10, а то и больше, чтобы началось сближение. Могучее животное зашевелилось, осторожно подкрадываясь к застывшему от ужаса фельдшеру. И вот, уже в тусклом свете можно было разглядеть его полосатую шкуру. Один укус, и все. Но все оказалось не так просто. Хозяин тайги покорно склонил голову к ногам человека, чего наш фельдшер никак не ожидал. И сразу стала ясна причина такого поведения. На шее тигра красовался подарок от китайских браконьеров, безжалостно уничтожающих больших кошек в приграничных лесах. Предательски впившаяся в шею стальная петля уже крепко вошла в кожу, разрезав ее. Рана была сильно воспалена и нагнаивалась. Вопреки рекомендациям знакомых охотников, фельдшер развернулся к тигру спиной, а затем пошел в сторону сарая. Животное покорно последовало за ним, словно они были давно знакомы. Один щелчок кузнечными клещами, и стальная проволока разомкнула свои губительные объятия. Процедура по обработке раны была мучительной, но хищник не издал ни звука. Он лишь отказывался от еды, принесенной человеком. Когда воспаление спало, а рана перестала издавать зловонный запах, тигр исчез, сорвав деревянную задвижку ударами лап. С тех пор прошло около 10 дней, а фельдшер уже успел забыть свои приключения, все еще опасаясь рассказывать кому-либо об этом. Однажды ночью он снова по привычке решил выйти на улицу, надев свой старый бушлат. Но подпертая дверь не открывалась. В ту ночь не было снегопада, а после первого случая фельдшером руководило уже любопытство, а не страх. На пороге лежала аккуратная оленья туша, оставленная в подарок за спасение. Это не единственная история благодарности от животных. Иногда складывается впечатление, что людям есть чему поучиться у них. Человек — это порождение природы, поэтому мы не должны отдаляться от нее, причинять ей ущерб, намеренно уничтожая ресурсы. Лишь бережное отношение даст нам право на будущее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много
интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.